Последний полет Юрия Гагарина стал настоящей загадкой, которая до сих пор волнует умы исследователей и поклонников космонавтики. 23 марта 1968 года Гагарин и его товарищ, летчик Виктор Пацаев, отправились в учебный полет на самолете МиГ-Шиву. Все шло по плану, но вскоре произошла трагедия. Самолет потерпел крушение, и оба летчика погибли. Официальные причины катастрофы оставались неясными, а версия о том, что это был просто несчастный случай, вызывала все больше сомнений. Многие предполагают, что именно во время этого полета Гагарин столкнулся с чем-то необычным. Существуют слухи о том, что космонавт стал свидетелем нечего, что могло бы повлиять на его дальнейшую судьбу. Некоторые утверждают, что он замечал загадочные объекты в небе, которые не поддавались объяснению. Интригующие свидетельства о странных явлениях стали распространяться среди летчиков и космонавтов, создавая атмосферу мистики вокруг последнего полета Гагарина. Слухи о том, что Гагарин мог стать жертвой заговора, усиливались после его смерти. Некоторые утверждали, что он был свидетелем секретных военных экспериментов. Утверждения о том, что Гагарин действительно видел нечто необычное, подкреплялись высказываниями его друзей и коллег, которые после трагедии начали делиться своими воспоминаниями. Они говорили о том, что Гагарин был удивлен и взволнован после своего первого полета в космос, и это могло сделать его целью для властей. Документы, касающиеся его последнего полета, долгое время оставались под грифом «секретно». Вскоре после его смерти началась активная работа по уничтожению материалов. Это еще больше разжигало слухи и спекуляции. Многие считали, что правительство стремилось скрыть правду о том, что произошло в небе над Советским Союзом. Возникли даже теории о том, что Гагарин мог быть похищен или стал жертвой секретных экспериментов. Важным аспектом этой истории стали воспоминания очевидцев, которые утверждали, что видели Гагарина после его смерти. Люди сообщали о встречах с ним, что вызывало настоящую сенсацию и подогревало слухи о мистификациях и заговоре. Эти рассказы заставляют задуматься о том, куда же на самом деле делся великий космонавт. Нам предстоит погрузиться в этот мир тайны, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с Юрием Гагариным. Свидетельства, которые мы услышали, лишь приоткроют завесу над загадочными обстоятельствами его последнего полета. Впереди нас ждут откровения дочери Гагарина, которые могут изменить все представления о его судьбе. Слухи о том, что Юрий Гагарин мог быть жертвой мистификации или заговора, начали активно распространяться сразу после его трагической гибели. Для многих эта версия оказалась более правдоподобной, чем официальные объяснения о несчастном случае. Вскоре после катастрофы стали появляться сообщения о том, что Гагарин мог стать свидетелем чего-то удивительного во время своего последнего полета. Незадолго до этого среди летчиков начали циркулировать разговоры о таинственных объектах, которые могли быть замечены в небе. Некоторые из его знакомых утверждали, что Гагарин поверил в возможность существования внеземных цивилизаций. Эти разговоры подогревали слухи о том, что он мог обладать важной информацией, которая могла бы повлиять на военные и космические программы. В результате возникли теории о том, что его гибель могла быть вызвана тем, что он узнал слишком много или стал мишенью для людей, которые не хотели, чтобы эта информация стала известна широкой общественности. Известно, что Гагарин был человеком, который не боялся делиться своими мыслями и впечатлениями. После своего исторического полета в 1961 году он стал настоящей звездой, и его публичные выступления привлекали внимание не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Некоторые эксперты утверждали, что такая популярность могла стать угрозой для властей, которые стремились контролировать информацию и образы, связанные с космонавтикой. Вскоре после его трагической гибели начали появляться искаженные версии событий. Некоторые заявляли, что Гагарин был убит, чтобы не позволить ему разгласить ту информацию, о которой он узнал. Другие предполагали, что он мог быть частью какого-то тайного эксперимента, который стал причиной его смерти. Эти теории вызывали большой интерес и обсуждение среди любителей космонавтики и конспирологии. Документы о последнем полете Гагарина долгое время оставались засекреченными, и это подогревало слухи о том, что правительство что-то скрывает. Секретные материалы исчезали, а те, кто пытался узнать правду, сталкивались с преградами. Такие действия только подливали масла в огонь и усиливали веру людей в существование заговора. К тому же сообщения о том, что Гагарин был замечен живым после его официальной смерти, стали тараном для множества домыслов. Свидетели утверждали, что встречали его в самых разных местах, и каждый раз описания их встреч были разные, но одно было неизменным. Гагарин выглядел так, будто он не пережил катастрофу. Слухи о том, что Гагарин мог быть жив, продолжали распространяться, вызывая настоящую сенсацию. Эти сообщения поднимали вопросы о том, что могло произойти на самом деле, и интриговали тех, кто искал ответы. Спекуляции о его судьбе становились частью культурного мифа о Гагарине, заставляя людей думать о том, какое влияние он мог оказать на развитие космонавтики и на общественное мнение о космосе. В дальнейшем нас ждет откровение, которое может изменить все представление о Гагарине и его наследии.
Откровения его дочери и некоторые неизвестные факты о свидетелях, которые утверждали, что видели его после трагедии, открывают новые горизонты для размышлений о его жизни и смерти. Дочь Юрия Гагарина, Елена, всегда оставалась в тени своего знаменитого отца, однако ее последние слова стали настоящим источником волнений и спекуляций. Ее откровения были полны загадок и намеков, которые могли изменить представление о судьбе Гагарина. Внимание к ней возросло после ее смерти, когда друзья и знакомые начали вспоминать ее слова о том, что отец не погиб, а его судьба окутана тайной. Елена неоднократно говорила о том, что у Гагарина были секреты, которые он не успел раскрыть, и на ее глазах это превращалось в настоящую драму. Она утверждала, что у ее отца была информация, способная повлиять на мир и даже на политическую жизнь страны. На вопрос о том, что произошло в тот роковой день, Елена отвечала с очевидной тревогой. Он видел что-то важное, что-то, что может всех нас изменить. Эти слова настораживали тех, кто знал Гагарина, и усиливали слухи о его возможных встречах с неземными силами. С каждым новым интервью ее слова вызывали все больше вопросов. Она говорила о том, что у Гагарина были необычные ощущения после его исторического полета, и он не мог от них избавиться. Елена помнила, как он часто смотрел в небо, будто искал что-то или ожидал встречи. Эти воспоминания только подтверждали теории о том, что Гагарин мог стать жертвой заговора или даже мистификации. Интригующие моменты в ее рассказах касались не только отца, но и его окружения. Елена утверждала, что определенные люди хотели, чтобы Гагарин молчал о том, что он видел. Она вспоминала о странных звонках и посланиях, которые поступали к ее отцу, и о том, как он иногда становился настороженным и даже подавленным. Это только укрепляло мнение людей, что вокруг Гагарина витала некая тайна. Слова Елены стали предметом обсуждения среди журналистов и исследователей. Многие начали собирать информацию о Гагарине и его последнем полете, пытаясь найти подтверждение ее откровениям. Вскоре после ее смерти некоторые знакомые начали делиться своими воспоминаниями о том, что Гагарин часто говорил о том, что его полет был не только историческим событием, но и чем-то большим. Эти фразы также стали частью мифа о космонавте, добавляя новых красок в его образ. Некоторые утверждали, что в последние годы своей жизни Гагарин действительно чувствовал угрозу, и это ощущение, возможно, стало причиной его гибели. Елена была единственной, кто мог пролить свет на темные пятна его биографии, но ей не удалось завершить эту миссию. Последние слова дочери стали не просто откровением, а настоящим предостережением о том, что мир скрывает больше, чем мы можем представить. Тем не менее, на этом история не заканчивается. Откровения Елены и ее воспоминания подогревают мистику вокруг Гагарина и заставляют нас задуматься о том, что же на самом деле произошло в тот роковой день. Теперь внимание переключается на других свидетелей, которые утверждали, что видели Гагарина после его исчезновения. Эти истории могут оказаться ключом к разгадке настоящей тайны, скрывающейся за его именем. Слухи о возможных встречах с Юрием Гагариным после его смерти начали циркулировать среди людей, которые утверждали, что видели его в самых разных местах. Эти свидетельства, порой абсурдные, порой пугающие, только подогревали интерес к загадочной судьбе космонавта. В одном из случаев женщина из небольшого городка в России заявила, что видела Гагарина в своем саду, когда поливала цветы. Она описала его как спокойного и улыбающегося человека, который, казалось, не изменился с тех пор, как вернулся из космоса. Женщина утверждала, что разговорилась с ним, а он будто бы предупредил о каких-то грядущих событиях, которые изменят историю. Другой очевидец, пенсионер-ветеран, также рассказал о встрече с Гагариным в 30-х числах марта 1968 года. Его показания были настолько яркими, что местные СМИ начали активно обсуждать эту встречу. По его словам, Гагарин выглядел так, будто никогда не покидал Землю и даже заметил, что ему нужно возвращаться к своим делам. Ветеран был уверен, что не мог ошибиться. Он помнил яркие черты лица Гагарина и его очаровательную улыбку. Скептики пытались опровергать эти утверждения, однако с каждым новым рассказом число свидетелей только росло. Например, один из летчиков, знакомых с Гагариным, заявил, что видел его в небе, где космонавт управлял воздушным шаром. Это было странное зрелище, которое вызвало у летчика недоумение, ведь он сам знал, что Гагарин не может быть живым. Но видение было так ярким, что он не мог его забыть, и это еще больше разжигало споры о том, что на самом деле произошло с Гагариным. Некоторые люди даже начали утверждать, что Гагарин стал свидетелем чего-то такого, что не поддается объяснению. Более того, ходили слухи о том, что его тайные знания о внеземных цивилизациях могли стать причиной его исчезновения. Однажды к одному из исследователей пришел старик, который сообщил, что много лет назад встретил Гагарина в лесу, где тот выглядел так, будто пытался найти дорогу домой. Этот рассказ вызвал большой резонанс и снова ввел тему загадки в публичное обсуждение. Однако это не все. Существовали даже свидетельства о том, что Гагарин якобы появлялся на различных мероприятиях, связанных с космонавтикой, выступая с речами и делая знаковые заявления.
Воспоминания людей о таких встречах становились все более запутанными. Кто-то говорил, что он выглядел как будто младше, другие же утверждали, что он все еще носил свою космическую форму. Эти случаи продолжали шокировать общественность, и каждый новый рассказ становился частью мифа о Гагарине. Секретные документы, касающиеся его последнего полета, оставались неразгаданной тайной, и это подогревало интерес к слухам и свидетельствам. Некоторые исследователи начали связывать встречи с Гагариным с возможными правительственными экспериментами. Вокруг космонавта возникла аура мистичности, которая только усиливалась с каждым новым откровением. Слухи о том, что он мог быть жив, продолжали циркулировать, вызывая интерес у широких масс. Следует отметить, что все эти истории, несмотря на свою странность, составляли уникальный пазл, который, возможно, когда-то сложится в единую картину. Теперь настало время обратиться к документам, которые могут пролить свет на все эти события и, возможно, раскрыть правду о судьбе Гагарина. Неизвестные факты, которые мы вскоре узнаем, могут оказаться ключевыми в понимании того, что произошло в тот роковой день, и какую роль в этом сыграла его дочь. Документы, касающиеся последнего полета Юрия Гагарина, долгое время оставались в тени, окутанные грифом «секретно». Вскоре после его трагической гибели началась активная работа по уничтожению материалов, что лишь усугубило слухи о скрытых причинах его смерти. Многие исследователи задавались вопросом, что действительно произошло в небе над Советским Союзом в тот роковой день. Секретные архивы, которые могли бы пролить свет на загадочные обстоятельства, так и не были открыты. Одним из самых обсуждаемых документов стал отчет о полете, который так и не был опубликован. Исследователи отмечают, что в этом отчете могли содержаться важные сведения о возможных инцидентах во время полета, а также о состоянии Гагарина и его товарища, Виктора Пацаева. Но вместо этого информация была засекречена, и доступ к ней получили лишь избранные. Это только подливало масло в огонь спекуляций о том, что правительство пытается скрыть правду. Существуют также свидетельства о том, что некоторые документы просто исчезли. Например, в начале 70-х годов, когда стали появляться первые попытки исследования причин катастрофы, несколько исследователей заявили, что им не удалось найти ни единого упоминания о некоторых ключевых аспектах полета Гагарина. Это совпало с множеством заявлений о том, что Гагарин был свидетелем некоего необычного явления в небе. Все эти обстоятельства стали основой для теории о том, что за его смертью стоит нечто большее, чем просто несчастный случай. Некоторые историки предполагают, что Гагарин мог стать жертвой заговора, связанного с его знаниями о секретных военных проектах. В это время в Советском Союзе активно разрабатывались новые технологии, и информация о возможных контактах Гагарина с неземными цивилизациями могла оказаться слишком опасной для правительства. Слухи о том, что он мог располагать важной информацией, подогревали интерес к документам, которые так и остались недоступными. Более того, постепенно в последние десятилетия несколько архивистов, работавших с документами эпохи Гагарина, заявляли о том, что им было запрещено рассматривать определенные материалы. Это поднимало вопросы о том, что именно они могли скрывать. Изначально ожидалось, что рассекреченные документы прояснят обстоятельства трагедии, однако вместо этого они лишь усилили завесу тайны. Параллельно с исчезновением документов некоторые исследователи начали собирать воспоминания людей, которые работали с Гагариным или были его знакомыми. Эти свидетельства часто противоречили друг другу, что лишь добавляло загадочности к уже неясной ситуации. Например, один из летчиков, который был другом Гагарина, утверждал, что после его полета тот стал выглядеть тревожным и даже испуганным, будто бы знал что-то, что не хотел разглашать. Это утверждение в конечном итоге стало основой для множества домыслов о том, что Гагарин видел нечто, что могло угрожать его жизни. Согласно некоторым слухам, Гагарин начал получать странные звонки от неизвестных людей, которые пытались выяснить, что он на самом деле видел во время своей миссии. Эти разговоры оставляли у него ощущение, что его жизнь находится под угрозой. Вскоре после его гибели появились сообщения о том, что в архивных документах были найдены упоминания о секретных военных испытаниях, в которых Гагарин мог участвовать, или о неких экспериментах, которые могли быть связаны с его трагедией. Таким образом, все эти факты и события формируют обширную картину, полную тайн и недосказанности. Следующий шаг — обратить внимание на свидетельства о людях, которые якобы видели Гагарина после его гибели. Эти истории могут оказаться важной частью общей мозаики загадки, связанной с его исчезновением и тем, что произошло в небе над Советским Союзом. Заключение о загадочных обстоятельствах смерти Юрия Гагарина оставляет после себя множество вопросов, так и не получивших четких ответов. Его смерть, произошедшая 23 марта 1968 года, окутана тайной, которая до сих пор привлекает внимание исследователей и любителей космонавтики. Официально Гагарин и его товарищ, летчик Виктор Пацаев, погибли в результате катастрофы во время учебного полета на самолете МиГ-6В. Однако многие аспекты этой трагедии вызывают сомнения и спекуляции. С первых дней после смерти Гагарина начали появляться слухи о том, что его гибель могла быть результатом чего-то большего, чем просто несчастный случай. Свидетельства коллег и друзей только добавляли масла в огонь.
Они утверждали, что Гагарин, возвратившись с исторического полета в космос, изменился, стал более замкнутым, переживал о неких секретах, которые мог бы знать. Эти разговоры подогревали интерес к возможным заговорщикам или к таинственным силам, которые могли быть заинтересованы в его молчании. Важным аспектом, о котором стоит упомянуть, стали документы, оставшиеся после его смерти, которые долгое время были под грифом «секретно». Вскоре после катастрофы началась активная работа по уничтожению материалов, касающихся последнего полета Гагарина. Это подстегнуло веру в теории заговора, ведь исчезновение документов не могло не настораживать. Некоторые исследователи утверждают, что в этих материалах могли содержаться важные записи о поведении Гагарина во время полета и о возможных инцидентах в небе. Слухи о том, что Гагарин стал свидетелем чего-то необычного, продолжали циркулировать. Утверждения о том, что он мог видеть нечто неопознанное во время своего исторического полета, лишь усиливали интерес к его личности. Некоторые летчики и космонавты, которые знали Гагарина, делились своими воспоминаниями о том, как он обсуждал встречи с загадочными объектами в небе, что могло вызвать подозрение и настороженность у правительства. После его смерти внимание к Гагарину не утихало. Сообщения о том, что его видели живым после трагедии, становились все более распространенными. Люди заявляли о своих встречах с ним, описывая его как здорового и бодрого, что привело к возникновению множества теорий о его возможном исчезновении или укрытии. Эти рассказы только усиливали мистику, связавшуюся с его именем. Важным моментом в обсуждении его смерти стало влияние, которое она оказала на космическую программу. Слухи и мистификации вокруг Гагарина поднимали вопросы о том, как правительство воспринимало информацию и как оно действовало в ситуации, когда космонавт мог обладать важными знаниями. Это, безусловно, вызывало тревогу среди властей, что могло повлиять на их действия после его смерти. Смерть Гагарина не просто оставила шлейф тайн, она стала катализатором для обсуждений и спекуляций о том, что же на самом деле произошло в тот день. Официальная версия его гибели продолжала подвергаться сомнению, а исследования его жизни и последствия его полета не прекращались. В конечном итоге загадочные обстоятельства смерти Юрия Гагарина остаются неразгаданной тайной, в которой сплетаются элементы мифа, слухов и реальных фактов, создавая уникальный образ великого космонавта, который стал символом целой эпохи. Следующий шаг – это исследование свидетельств, которые могли бы еще больше приоткрыть занавес над этой загадочной историей. Смерть Юрия Гагарина вызвала значительное волнение не только в общественности, но и среди высокопоставленных чиновников, что в свою очередь оказало влияние на развитие космической программы в Советском Союзе. После трагического инцидента, произошедшего 23 марта 1968 года, правительство начало активно заниматься вопросами безопасности космонавтов, что привело к значительным изменениям в политике подготовки и запуска космических миссий. Официальные лица осознали, что такие потери, как гибель Гагарина, могут вызвать общественное недовольство и негативные последствия для репутации советской космонавтики. Первые шаги в новом направлении были сделаны сразу после катастрофы. Программы подготовки космонавтов стали более строгими, а внимание к безопасности увеличилось. Вокруг Гагарина возникло множество слухов, и правительство пошло на крайние меры, чтобы подавить информацию, которая могла бы вызвать панику. Ужесточение контроля за информацией о полетах и их последствиях стало стандартом. Все документы, касающиеся последнего полета Гагарина, были засекречены, а те, кто пытался обсуждать детали инцидента, подвергались строгим ограничениям. Кроме того, гибель Гагарина усилила конкурентную борьбу в космической гонке с Соединенными Штатами. Советы, данные после анализа катастрофы, повлияли на выбор следующего поколения космонавтов и их предварительных тренировок. Официальная позиция заключалась в том, что Гагарин стал жертвой несчастного случая, что позволило правительству избежать серьезных вопросов о безопасности полетов и скрытых угрозах. Загадочные обстоятельства, связанные с его последним полетом, не исчезли. Напротив, они стали основой для создания мифов и теорий, которые, в свою очередь, сделали Гагарина еще более культовой фигурой. Это повлияло на общественное восприятие космонавтики и ее роли в жизни страны. Люди стали интересоваться космосом еще больше, что привело к росту популярности программ о космонавтах и их достижениях. Гагарин, несмотря на свою трагическую гибель, стал символом храбрости и жертвенности. После его смерти внимание к космической программе возросло, и правительство, осознав это, приняло решение усилить инвестиции в исследования и разработки. Начались активные работы над новыми проектами, на которые выделялись большие средства. Советский Союз продолжал стремиться к превосходству в космосе, и гибель Гагарина стала толчком для новых инициатив. Это время стало важным этапом в развитии космической науки, и многие из последующих миссий были направлены на изучение возможных угроз, с которыми космонавты могли столкнуться в будущем. Подобные изменения не могли не затронуть и зарубежные страны. В то время как в Советском Союзе формировались новые подходы к космической программе, США, напротив, начали уделять больше внимания безопасности и исследованию космического пространства. Это стало частью широкомасштабной гонки, где каждая страна стремилась доказать свою технологическую мощь и научные достижения.
Гибель Гагарина стала важным фактором, который повлиял на изменение подходов к космическим полетам по обе стороны железного занавеса. Таким образом, трагедия, произошедшая с Юрием Гагариным, оказала значительное влияние на космическую программу Советского Союза, изменив как внутренние процессы, так и международные отношения в сфере космонавтики. Его имя стало символом не только достижений, но и тех угроз, которые поджидали космонавтов, заставляя правительство обратить внимание на безопасность и подготовку будущих миссий. Эта трагедия приоткрыла завесу над тем, насколько высока была цена за освоение космоса и как важно было сохранить жизнь тем, кто стремился к звездам. Ныне, спустя годы, наследие Гагарина продолжает вдохновлять ученых и исследователей, подчеркивая, как важен вклад одного человека в развитие всей космической программы. Наследие Юрия Гагарина продолжает оставаться знаковым для будущих поколений, вдохновляя людей по всему миру на изучение космоса и достижение новых высот. Гагарин, став первым человеком, который вышел за пределы атмосферы, навсегда вошел в историю, проложив путь для дальнейших космических исследований. Его полет на Востоке стал не только техническим достижением, но и символом человеческой смелости, стремления к новому и неизвестному. После его исторического полета, состоявшегося 12 апреля 1961 года, Гагарин стал лицом советской космонавтики и героем всей страны. Его образы на плакатах, открытках и в кино вдохновили миллионы людей. Гагарин участвует в многочисленных мероприятиях, встречах и конференциях, делая акцент на значимости космоса для будущего человечества. Этот период стал временем, когда интерес к науке и технологиям значительно возрос, и Гагарин стал символом этого движения. Трагическая гибель Гагарина в 1968 году вызвала шок и скорбь не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Реакция на его смерть была мгновенной. Национальные и международные СМИ отразили горечь утраты, и многие люди начали осознавать, что Гагарин стал символом не только космонавтики, но и человеческой мечты о покорении космоса. Его достижения и жизнь стали предметом обсуждения, а его имя стало синонимом храбрости и стремления к знаниям. Наследие Гагарина также оказало значительное влияние на молодежь. Его история вдохновила новое поколение исследователей и ученых, которые стремились сделать свои собственные открытия. В результате в Советском Союзе и за его пределами начали развиваться программы по подготовке космонавтов, привлекая все больше молодых людей к изучению астрономии и космонавтики. Гагарин стал для них примером, показывающим, что мечты могут стать реальностью, если следовать за своими стремлениями. Кроме того, Гагарин стал символом международного сотрудничества в космосе. Его имя часто упоминается в контексте первых совместных миссий с другими странами, что подчеркивает важность объединенных усилий для достижения общих целей. Миссии по исследованию Луны, Марса и других небесных тел стали возможными благодаря сотрудничеству различных стран, что продолжает быть актуальным и в наши дни. Гагарин стал основоположником этой идеи, подчеркивая, что человечество должно работать вместе для изучения космоса. В последние десятилетия после окончания Холодной войны его наследие стало еще более значимым. Гагарин стал символом не только для России, но и для всего мира. Его образ используется для продвижения космических программ, выставок и образовательных мероприятий, посвященных исследованию космоса. Школы и университеты начали организовывать кружки и программы, посвященные космическим исследованиям, вдохновляясь его историей. Таким образом, наследие Юрия Гагарина стало многогранным и продолжает оказывать влияние на общество и науку. Его достижения не просто открыли новую эру в космонавтике, они стали основой для дальнейших исследований и открытий. Гагарин показывает, что, несмотря на трудности и опасности, человечество может добиваться больших успехов, если оно объединится ради общей цели. Эта история продолжает вдохновлять новые поколения, настраивая их на исследование неизвестного и стремление к звездам.